Привет! Сегодня мы поговорим о дифракции света, о процессе, связанном с отклонением света от прямолинейного направления распространения и о формировании дифракционных картин с чередующимися областями повышенной и пониженной яркости. Сейчас почему-то больше всего рассуждают о дифракции света, прошедшего через две расположенных рядом параллельных щели в непрозрачном экране. Можно подумать, что дифракция света наблюдается только при преодолении светом экрана с двумя щелями. Или можно подумать, что только в двухщелевом эксперименте присутствует что-то такое, что в других дифракционных опытах не наблюдается, на что хотелось бы обязательно обратить внимание и дать этому объяснение. Можно рассмотреть и другие варианты дифракционных опытов, свойства света в которых проявляются в полной мере. Например, при дифракции света на одном отверстии – круглом, треугольном, или квадратном. Или при использовании экрана с двумя круглыми отверстиями, с тремя круглыми отверстиями, с четырьмя круглыми отверстиями, а также при огибании светом круглого экрана. Или при прохождении света через кольцевую щель. Все опыты показаны в динамике. Мы как бы совершаем прогулку по лучу света, получившему возмущение в результате взаимодействия с предметами, поставленными на его пути. Во всех опытах мы удаляемся от объектов, вызывающих рассеивание светового пучка. Стоит обратить внимание на наличие светлого пятна в центре дифракционной картины в опытах с круглым экраном и с кольцевой щелью. На обязательное присутствие светлого пятна в центре тени от круглого экрана обратил внимание Пуассон еще в начале XIX века. Все эти виды дифракционных опытов достаточно привлекательны. Однако почему-то наибольшее внимание приковано именно к рассмотрению двухщелевого эксперимента. Необходимо обратить внимание на то, что данный опыт в абсолютном большинстве случаев рассматривается лишь в виде мысленного эксперимента. То есть ведется рассказ о воображаемом мысленно процессе формирования дифракционной картины. Почему-то предполагают, что для формирования дифракционной картины фотоны обязательно должны разделяться пополам и одновременно проходить через обе щели. Данное умозрительное рассмотрение процесса распространения света действительно могло бы представлять интерес, если бы фотоны при этом имели конкретную структуру, а процесс их разделения был бы продемонстрирован наглядно, с обозначением точного места разделения фотонов и описанием процесса, осуществляющего деление фотонов на части. Но фотоны в рассказах о двухщелевом эксперименте представляются как что-то весьма неопределенное. О процессе разделения фотонов на части даже и речи не заходит. В результате подобные рассуждения выглядят как совершенно пустые фантазии, на которые вовсе нет необходимости даже обращать внимание. Реальные опыты по дифракции света встречаются сравнительно редко, а умозрительные рассуждения о двухщелевом эксперименте обычно сводятся лишь к бездоказательному утверждению о том, что фотоны могут разделяться на части. Интересно, кто первым сказал, что фотоны для формирования дифракционной картины должны разделяться на части? И чем именно он обосновывал свое утверждение? Ведь недоступность для понимания не является доказательством того, что фотоны разделяются на части. Разделение элементарной частицы на несколько частей – это серьезное нововведение в физическую науку, которое должно было бы быть обстоятельно обосновано. Но в начале XX века данное положение было запросто введено в физику. Разделение фотона на несколько частей невозможно, и, казалось бы, это не требует никаких пояснений. Фотон как единое целое в виде компактного образования может преодолеть колоссальное расстояние в космическом пространстве. И достаточно нелепо предполагать, что всего лишь поставив экран с двумя щелями на его пути, можно разделить этот фотон пополам. Когда-то кто-то отважился, не имея на то абсолютно никаких оснований, сказать, что фотоны могут разделяться на несколько частей. И на протяжении уже 100 лет это представляется как само собой разумеющееся и не требующее никаких обоснований.
Почему вдруг фотон разделяется на части и каким именно образом это происходит, никого не интересует. Никто более чем за 100 лет не удосужился взяться за обоснование этого достаточно спорного и вовсе даже несуразного суждения. Сказано, фотон разделяется на части, и все тут. И этим все ограничено, и нет никакой необходимости изучать данный весьма занятный процесс. Наверное, и наш сегодняшний рассказ у кого-то вызовет улыбку. Тем не менее, очень скоро люди уже станут потешаться над неимоверным количеством надуманных странностей, присутствующих в нынешней фундаментальной физической науке. До свидания.